Приветствуем всех подписчиков и гостей нашего канала. Девочки и мальчики, сегодня мы с вами в этом видео погрузимся в удивительный мир предсказаний Михаила Нечая, последнего закарпатского мальфара, который с поразительной точностью предсказал множество событий, особенно касающихся Украины. Его пророчества, сделанные более 10 лет назад, стали удивительно точными и актуальными в наше время. Михаил Нечай в свое время предсказал аннексию Крыма, конфликт на Донбассе и политические кризисы, с которыми столкнулась Украина в последние годы. В этом видео мы подробно рассмотрим его пророчества, сравним их с реальными событиями и проанализируем, как эти предсказания повлияли на восприятие политической ситуации в Украине и в мире. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие события Нечай предсказал для Украины, как они сбылись уже и какое значение эти пророчества имеют для нас сегодня. Прямо сейчас ставьте лайки и подписывайтесь, у нас много интересной информации. Исследование пророчеств Михаила Нечая, последнего закарпатского мальфара, представляет собой важную и актуальную задачу в современных условиях, когда интерес к мистике, предсказаниям и эзотерике значительно возрос. В условиях неопределенности глобальных изменений люди все чаще и чаще обращаются к прошлому, чтобы найти ответы на вопросы о будущем. Пророчества Михаила Нечая, сделанные с поразительной точностью, являются уникальным феноменом, который заслуживает внимательного изучения. Эти пророчества имеют не только историческое, но и культурное значение, так как позволяют нам с вами понять, как восприятие будущего влияет на современное общество. Исследование Нечая также представляет уникальную возможность изучить взаимодействие человека с природой и сверхъестественными силами, что может открыть новые горизонты в понимании человеческих возможностей и потенциала. Михаил Нечай родился в 1929 году в небольшом селе Верхний Есенов, расположенном в Карпатских горах. Его семья была глубоко укоренена в местных традициях и культурах. Родители Михаила, занимавшиеся сельским хозяйством, передали ему любовь к природе и знания народных обычаев. С детства он впитывал в себя мудрость предков и познавал силы природы, которые впоследствии стали основой его способностей. С ранних лет Михаил проявлял необычные способности, что не осталось незамеченным среди односельчан. В возрасте 7 лет он впервые ощутил связь с природными стихиями, и его дядя, известный мальфар, начал обучать его древним знаниям и обрядам. Михаил быстро освоил умение влиять на погоду и лечить болезни с помощью трав и всевозможных заклинаний. И далее, друзья, став уже мальфаром, Михаил Нечай стал известен не только в своем селе, но и далеко за его пределами. Люди приходили к нему за помощью со всех уголков Украины. Михаил помогал не только излечивать болезни, но и решить мог личные проблемы, давал советы по ведению хозяйства и защищал от сглаза и порчи. Мальфары, как правило, обладали уникальными способностями, и Михаил не был исключением. Он умел управлять погодой, что особенно ценилось в аграрных регионах. В засушливые периоды к нему обращались за дождем, а во время наводнений – за прекращением дождей. Одним из самых известных случаев его влияния на погоду стал случай на фестивале Червона Рута в 1989 году, когда он смог разогнать облака, что было засвидетельствовано многочисленными очевидцами. Михаил Нечай активно участвовал в общественной жизни, консультируя режиссеров, писателей и музыкантов. Он также основал музыкальный ансамбль «Струны Черемоша» и был удостоен звания заслуженного работника культуры Украины. Нечай принимал посетителей в своем доме, где проводил обряды, делился знаниями о природе и о человеке.
Михаил Нечай трагически погиб 15 июля 2011 года от рук религиозного фанатика. Этот человек проник в его дом и обвинил Нечая в языческих взглядах, после чего нанес смертельные удары. Смерть Мальфара стала большим ударом для его последователей и всех, кто знал о его способностях и добрых делах. Наследие Михаила Нечая продолжает жить и после его смерти. Его пророчества и учения сохраняются в памяти людей и передаются из поколения в поколение. Многочисленные записи его предсказаний, сделанные на видео и в письменной форме, продолжают изучаться и анализироваться. Нечай остается символом духовной силы и мудрости, а его жизнь и деятельность служат вдохновением для многих современных исследователей и практиков эзотерики. Михаил Нечай, последний закарпатский мальфар, был известен своими сверхъестественными способностями и пророчествами, которые с поразительной точностью описывали будущее. Одним из самых значимых и обсуждаемых пророчеств стало предсказание, сделанное Нечаем в 2007 году. В 2007 году Михаил Нечай сделал предсказание о будущем Украины, России и всего мира. В своем пророчестве он говорил о значительных политических и социальных изменениях, которые должны были произойти в ближайшие годы. Основное внимание Нечай уделил отношениям между Россией и Украиной, а также их влиянию на глобальную политическую ситуацию. Михаил Нечай предсказал, что Украина столкнется с серьезными политическими потрясениями, которые приведут к изменению границ страны и ее внутренней структуры. Он говорил и о распаде Украины на несколько частей, каждая из которых попадает под влияние различных соседних государств. Также он и говорил о том, что Западная Украина будет разделена между Польшей и Венгрией, Восточная и Центральная Украина попадут под влияние России, а Буковина станет частью Румынии. Нечай предсказал, что события в Украине окажут значительное влияние на Россию, вызвав политические и социальные изменения внутри страны. Он говорил и о возможном ослаблении позиции России на международной арене, но в то же время предсказывал усиление национальной идентичности и сплоченности русского народа. Михаил Нечай предсказал, что мир столкнется с глобальными изменениями, которые будут вызваны природными катаклизмами и политическими конфликтами. Он говорил о возможных природных катастрофах, таких как землетрясения и наводнения, которые изменят географию Земли. Также он предсказывал возникновение новых конфликтов и войн, которые повлияют на глобальную политическую карту. Нечай предсказал, что Украина столкнется с внутренним расколом и потерей территориальной целостности. В 2014 году эти предсказания начали сбываться с аннексией Крыма и началом конфликта на Донбассе. В его пророчестве упоминалось, что Западная Украина станет частью Польши и Венгрии, а Восточная и Центральная Украина будут контролироваться Россией. Хотя это еще не полностью реализовалось, конфликт между Украиной и Россией продолжается и может привести к дальнейшим изменениям границ. Нечай предсказал, что Россия столкнется с внутренними политическими кризисами, которые приведут к изменению ее роли на мировой арене. В его пророчестве говорилось о возрождении национальной идентичности и усилении патриотических настроений среди россиян, что наблюдается в последние годы. Мальфар также предсказал и серию природных катастроф, которые должны были изменить географическую карту мира. В последние годы мы уже с вами наблюдаем увеличение числа природных катаклизмов, таких как землетрясения, наводнения и ураганы, что подтверждает слова Нечая. Пророчества Нечая о глобальных конфликтах и войнах также начинают сбываться. Мы видим увеличение напряженности между различными странами и рост числа военных конфликтов, что оказывает влияние на глобальную политическую ситуацию. Среди его предсказаний особое место занимают пророчества о России и Украине. Эти предсказания не только отражают возможные сценарии развития событий, но и оказывают значительное влияние на восприятие политической ситуации в этих странах и на международной арене.
Михаил Нечай предсказал ряд событий, которые, по его мнению, должны были произойти в России и Украине. И эти предсказания можно разбить на несколько ключевых аспектов. Первый – это распад Украины. Нечай предсказал, что Украина столкнется с внутренним расколом и потерей территориальной целостности. По его словам, Западная Украина будет разделена между Польшей и Венгрией. Восточная и Центральная Украина попадет под влияние России, а Буковина станет частью Румынии. Эти предсказания начали сбываться в 2014 году с аннексией Крыма и началом конфликта на Донбассе. Хотя разделение Украины на несколько частей еще не произошло, текущая политическая и социальная ситуация все-таки указывает на возможное дальнейшее развитие событий в этом направлении. Следующий аспект – это усиление влияния России. Нечай предсказывал, что Россия будет усиливать свое влияние на Восточную и Центральную Украину, стремясь вернуть эти территории под свой контроль. Это предсказание подтверждается действиями России в последние годы. Также он говорил о внутренней консолидации России и росте национальной идентичности, что отражается в увеличении патриотических настроений и укреплении власти в стране. Пророчества Нечая касались не только России и Украины, но и их влияния на международную ситуацию. Он предсказывал, что конфликт между этими странами окажет значительное влияние на глобальную политику, приведя к изменению границ и возникновению новых конфликтов. Эти предсказания находят свое подтверждение в текущих международных отношениях, где напряженность между Россией и Западом оказывает влияние на глобальную безопасность и стабильность. Пророчества Михаила Нечая о России и Украине оказали значительное влияние и на восприятие политической ситуации как внутри этих стран, так и на международной арене. Эти предсказания не только предвещали будущее, но и формировали общественное мнение, вызывая широкий резонанс среди населения и политических элит. В России пророчества Нечая способствовали усилению патриотических настроений и консолидации общества вокруг идеи национального возрождения. Люди стали более осознанно относиться к своей истории и культуре, что привело к росту национального самосознания. В Украине пророчества о возможном распаде страны вызвали страх и тревогу, что в свою очередь стимулировало усилия по укреплению национальной идентичности и сохранению территориальной целостности. Пророчества Нечая стали катализатором для политической мобилизации в обоих странах. В России это привело к усилению власти и укреплению позиций руководства, что позволило эффективно управлять внутренними и внешними вызовами. В Украине пророчества способствовали активизации политических и гражданских движений, направленных на защиту независимости и суверенитета страны. На международной арене пророчества Нечая усилили восприятие конфликта между Россией и Украиной как глобального вызова. Это привело к усилению санкционного давления на Россию и поддержки Украины со стороны западных стран. Также пророчества повлияли и на формирование международной коалиции, направленной на сдерживание агрессивных действий и обеспечение стабильности в регионе. Михаил Нечай предсказал множество событий, которые должны были произойти на глобальной арене. Его пророчества затрагивали различные аспекты жизни на Земле, от природных катастроф до политических конфликтов и социальных изменений. Одним из ключевых элементов пророчеств Нечая были предсказания о природных катастрофах, которые, по его мнению, должны были изменить географию и климат Земли. Он говорил о землетрясениях, наводнениях, ураганах и других стихийных бедствиях, которые будут иметь разрушительные последствия для человечества. Нечай предсказывал, что сильные землетрясения произойдут в разных частях мира, вызывая разрушение и гибель людей. Эти катаклизмы должны были изменить рельеф Земли и привести к переселению огромного количества людей. Пророчества о наводнениях касались как локальных, так и глобальных уровней. Нечай говорил о том, что повышение уровня Мирового океана и экстремальные погодные условия приведут к затоплению прибрежных городов и островов. Нечай предсказывал и увеличение частоты и интенсивности ураганов и штормов, что приведет к значительным разрушениям и опять же экономическим потерям.
Нечай также предсказал и ряд геополитических конфликтов, которые должны были изменить политическую карту мира. Он говорил о росте напряженности между различными странами и о возможных войнах, которые будут иметь далеко идущие последствия. Нечай предсказал продолжение и усиление конфликтов на Ближнем Востоке, что приведет к дестабилизации региона и увеличению числа беженцев. Он также предсказывал усиление противостояния между Востоком и Западом, что приведет к новому витку холодной войны и гонки вооружений. Пророчества Нечая включали возможные изменения границ государств, что приведет к пересмотру международных договоренностей и возникновению новых политических союзов. Михаил Нечай также говорил о значительных социальных изменениях, которые произойдут в мире. Он предсказывал рост социальных напряжений, вызванных экономическими кризисами, неравенством и миграцией. Он предсказывал мировые экономические кризисы, которые приведут к падению уровня жизни, росту безработицы и увеличению бедности. Он также говорил о массовых миграционных потоках, вызванных войнами, климатическими изменениями и экономическими трудностями, что приведет к социальным напряжениям в странах, принимающих мигрантов. Нечай предсказывал и усиление социального и экономического неравенства, что приведет к росту протестных настроений и возможным революциям. Пророчества Михаила Нечая о глобальных изменениях оказывают значительное влияние и на восприятие международной политической ситуации. Эти предсказания помогают нам с вами понять, какие вызовы ожидает мировое сообщество и как можно подготовиться к этим изменениям. Пророчества о природных катастрофах и геополитических конфликтах подчеркивают необходимость усиления международного сотрудничества. Страны должны работать вместе для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, а также для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и миграционные кризисы. Предсказания Нечая о возможных изменениях границ государств и росте геополитической напряженности указывают на необходимость пересмотра международных договоренностей и соглашений. Страны должны быть готовы к изменениям и искать новые пути сотрудничества и взаимодействия. Пророчества о глобальных изменениях подчеркивают и важность роли международных организаций, таких как ООН, в поддержании мира и стабильности. Эта организация должна играть ключевую роль, и другие организации, в координации усилий по предотвращению конфликтов и решению глобальных проблем. Пророчества Нечая помогают нам с вами понять, какие кризисы могут возникнуть в будущем и подготовиться к ним. Страны должны разработать стратегии по предотвращению и смягчению последствий этих кризисов, а также работать над укреплением своих экономических и социальных систем. Одним из наиболее значимых предсказаний Михаила Нечая было пророчество о распаде Украины и утрате территориальной целостности. И еще в 2007 году он говорил о том, что Украина столкнется с серьезными политическими потрясениями, которые приведут к утрате части территорий и внутреннему расколу. Кроме того, Нечай предсказывал, что Украина столкнется с теми или иными проблемами, и после 2014 года Украина уже пережила серию политических кризисов, включая смену президента, массовые протесты и изменения в правительстве. Эти события подтвердили пророчество Нечая о нестабильности и политических потрясениях в стране. Михаил Нечай говорил и о том, что события в Украине окажут значительное влияние на саму Россию, вызвав внутреннюю консолидацию и рост национальной идентичности. И на сегодняшний день мы уже с вами видим о том, что происходит в России консолидация общества и в ответ на внешние вызовы. Также в последние годы мы с вами наблюдаем увеличение частоты и интенсивности природных катаклизмов. И эти события подтверждают предсказания Нечая о глобальных изменениях в природе и в климате.
Также мы обращаем с вами внимание, что все то, что он говорил, все начинает сбываться. Друзья, мы подошли к концу нашего путешествия по предсказаниям великого украинского мальфара Михаила Нечая. Его пророчества, многие из которых уже сбылись, поражают своей точностью и глубиной. Они помогают нам лучше понять происходящие события и подготовиться к будущим вызовам. Сегодня мы рассмотрели предсказания Нечая о распаде Украины, аннексии Крыма, конфликте на Донбассе и политических кризисах, с которыми столкнулись наши страны. Эти пророчества не только отразили возможные сценарии развития событий, но и оказали значительное влияние на восприятие политической ситуации как внутри Украины, так и на международной арене. Если вам, друзья, понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, поделиться ими с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите в комментариях, что вы думаете о пророчествах Нечая и как они повлияли на ваше восприятие текущих событий. А возможно, вы и были у самого Нечая Михаила и общались с ним. Обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Друзья, прямо сейчас подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.